студенты задерживаются, только не говорите потом, что вы этого не видели. Пожалуйста, посмотрите. Многочисленные доносы, брутальное задержание, массовые увольнения и отчисления по политическим мотивам на сегодняшний день стали нормой в стенах высших учебных заведений Беларуси. В этом видео мы подробно покажем это на примере Белорусского государственного университета, который считается ведущим вузом страны. Возмущенные публичным притеснением по политическим мотивам, которые реализует руководство этого учебного заведения, киберпартизаны проникли во внутреннюю сеть БГУ летом 2023 года. Мы получили множество материалов, которые позволяют обличить внутреннюю кухню университета. Отчеты в ГУВД, прокуратуру, администрацию Лукашенко по политическим увольнениям и отчислениям, слежка за преподавателями, нарушение норм морали, интриги и лицемерие даже по отношению к собственным соратникам. Мы планомерно пройдемся по самым интересным моментам изнанки БГУ в период с 2020 по 2024 годы. На примере этого университета мы покажем, во что превратились высшие учебные заведения страны при диктатуре Лукашенко, потому что, к сожалению, картина, которая складывается в БГУ, повторяется и в других вузах Беларуси. Поддержи партизанскую хвалю и киберпартизан на Patreon. Ссылка под этим видео. Стань партизаном. Белорусский государственный университет был создан по решению правительства БССР в 1919 году. На сегодняшний день он считается флагманом высшего образования Республики Беларусь и крупнейшим научным центром страны. В структуру БГУ входят 16 факультетов, 11 учебных институтов и образовательных учреждений, 177 кафедр, 6 научно-исследовательских институтов, производственных предприятий и музеев и один научно-технологический парк. Численность обучающихся в комплексе БГУ по официальным данным составляет более 20 тысяч человек, а коллектив включает свыше 3000 преподавателей. Неудивительно, что столь развитое академическое сообщество не осталось в стороне от протестов 2020 года против фальсификации выборов президента Беларуси, политических репрессий и насилия по отношению к мирным гражданам. Первые публичные обращения от имени выпускников и студентов БГУ за честные выборы появились еще 9 августа 2020 года, непосредственно в день голосования. Многие сотрудники и учащиеся Белорусского государственного университета также присоединились к протесту, охватившему всю страну в ответ на убийства и пытки в первые дни после фальсификации выборов. Студенты и преподаватели объединились для организации забастовочного движения и протестных акций. 12 августа более 1000 человек подписали петицию с обращением к ректору БГУ Андрею Королю с просьбой публично призвать к прекращению насилия по отношению к мирным гражданам. Поддаваясь общественному давлению, Андрей Король 14 августа выпустил обращение, в котором заверил, что за участие в мирных акциях отчислений и увольнений в БГУ не будет. Я хочу вас заверить, что за участие в мирных акциях отчислений и увольнений в БГУ не будет. Теперь мы покажем, сколько на самом деле было уволено и отчислено студентов и преподавателей по политическим мотивам в Белорусском государственном университете в период с 2020 по 2023 годы. На экране вы видите неофициальное письмо от руководства вуза прокурору Московского района города Минска Виктору Шабану. Согласно этому документу, с 9 августа 2020 года по политическим мотивам в БГУ были отчислены 140 обучающихся. Кроме того, уволены 50 работников, 2 получили замечания, а 3 выговоры. Все это открытым текстом написано в отчете, который направили из университета в карательные структуры диктатора. Полностью этот документ вы можете увидеть в статье с расследованием на официальном сайте Киберпартизан по ссылке в описании.
Однако даже эти цифры не отражают полной картины политических репрессий в университете. Намного больше преподавателей вынудили под давлением уйти по соглашению сторон. На экране представлена динамика кадровых показателей БГУ с 2019 по 2023 годы. Как видите, до 2020 года численность работников плавно росла, а затем стала стремительно снижаться. Только за 2 года занимаемые должности покинули более чем 450 человек. На одном из компьютеров во внутренней сети БГУ мы также нашли сохраненные аудиозаписи. Часть из них, вероятно, были отправлены на голосовую почту одного из сотрудников. Другие, возможно, были сделаны тайно для компромата в отношении коллег. Эта коллекция из десятков аудиозаписей помогла нам составить реальную картину происходящего внутри университета. Так, среди сохраненных материалов оказалась запись ректора Андрея Короля, на которой он заявляет, что под политическую чистку в университете попали не меньше, чем 500 работников. Такой текст набросался проводиловки к этим документам, которые уйдут помощнику, что всего за период с 20 по 23 год с основными работниками, из числа, основных работников университета были прекращены трудовые отношения в объеме порядка 500 человек в связи с проводимой кадровой политикой в области государственных интересов и безопасности. Нормально так будет эта приписка? Этот документ пойдет без подписи, не на бланке, поэтому я думаю, что так можно написать. Разумеется, официально подобная статистика тщательно скрывается. Во второй части расследования мы еще подробно остановимся на двуличном характере ректора БГУ, который проявляется даже по отношению к начальству, собственным соратникам и близким людям. А сейчас покажем сотрудников, которые в не меньшей степени помогли Андрею Королю развернуть целую репрессивную кампанию в стенах университета. Все люди, чьи имена и фото вы видите на экране, а также ряд других сотрудников БГУ, начиная с 2020 года, на протяжении 4 лет занимаются запугиваниями, давлением, слежкой, политическими увольнениями, отчислениями и доносами на студентов и преподавателей в силовые структуры режима. При их пособничестве основная деятельность университета курируется лично председателем Совета Республики Натальей Качановой, а также сотрудниками из администрации Лукашенко и КГБ. Еще бы! Ведь в ВУЗе в настоящий момент учится сын Лукашенко, Николай, на биологическом факультете, а также внук Александр в Институте бизнеса БГУ. Пособники диктатуры стараются всеми возможными способами не допустить свободомыслия и поддержки демократии в стенах вуза. Из спецслужб, органов власти и структур МВД открыто поступают приказы, явно нарушающие закон. Так, на экране вы видите официальный запрос из ГУБОПа от заместителя начальника управления Дмитрия Ковача, который требует не допустить поступления в вуз абитуриентки только на основании того, что она участвовала в мирных акциях протеста и оставляла комментарии в интернете против диктатуры. Полностью этот документ смотрите в статье на нашем сайте с расследованием. Ссылка в описании. Тесное взаимодействие с карательными структурами дошло до того, что в ВУЗе стали снимать так называемые «покаянные видео». Одно из них было опубликовано 23 мая 2023 года на официальной странице юридического факультета БГУ в Инстаграм. Студент 3-го курса юридического факультета БГУ позволил себе публично распространять дискредитирующие сведения в отношении администрации юридического факультета, а также сведения, порочащие имидж БРСМ юридического факультета. В содеянном свою вину признаю полностью, каюсь. На основании своих ошибок рекомендую молодежи тщательно следить за тем, что, кому и в каких ситуациях они говорят, а также работать на благо нашей страны.
Видео со студентом, которого заставляют на камеру признаваться в совершении якобы противоправных действий, стало нарушением базовых прав человека в стенах вуза. Поставило университет на одну планку с карательными структурами Лукашенко, которые таким же образом, под давлением и насилием, вынуждают людей в непроцессуальной форме оговаривать себя на камеру. Подобные действия спровоцировали атаку киберпартизан на внутреннюю сеть БГУ. Мы выкачали больше 3 терабайт данных, часть из которых представлена в нашем расследовании. К сожалению, репрессивная кампания в ВУЗе не утихает до сих пор. Сотрудников продолжают увольнять по политическим мотивам, а за оставшимися постоянно следят через социальные сети. Кроме того, далее вы услышите фрагмент допроса ректором БГУ 2 преподавателей за закрытыми дверями кабинета 22 августа 2023 года, во время которого он заставляет сотрудников писать объяснительные по поводу их политической позиции и нахождения в местах проведения массовых акций протеста. Заходите, присаживайтесь, да. Я по какому поводу хотел с вами переговорить. Понимаю, что вы в отпуске, наверное. В связи тут с планируемым нами, точнее, с ожидаемым мероприятием 25 числа, мы подавали вас в списках участников. Понятно, что все эти списки предварительно смотрят и соответствующими структурами. По некоторым нашим коллегам получили очень интересную информацию. И мне просто поручили провести встречу с вами. Возможно, это ошибка, сразу могу сказать. Я бы очень хотел, чтобы это была ошибка. Данные 2020 года. 16.08 ваш телефон бьется биллинг Стелла. И это не 5 минут, не 10 минут, а продолжительное время. 16.08.2020 года я была на Украине. Может быть. Я и хотел... Здесь единственное, что могло быть, это мог быть мой сын, потому что телефон, покупала я его несовершеннолетним. Телефон на 631 заканчивается. Да, это телефон Тогда младшего сына. Хорошо, 18.10 Рокоссовского, где были массовые тоже... А мы там живем. А, вы живете? Мы живем на проспекте Рокоссовского. Все понятно. Хорошо. Тогда этот номер телефона. Это дальше. номер телефона младшего сына. Участник чата Серебрянка 97, БДУ 97. Что это может быть? Я даже не знаю, кто такие. Это по этому номеру. По этому номеру. Это телефон сына. Но он записан на меня. В любом случае, тут такое требование какое-то пояснение дать в письменном виде. Почему? Потому что это уже не моя юрисдикция и даже не Черкасская. Так что я пояснение должна написать? Да. Тогда так и напишите, что это номер телефона, Да. который не принадлежал в тот момент вам или не принадлежит до сих пор. Просто я ему покупала его, когда он был несовершеннолетним, поэтому он зарегистрирован на меня. Но он не мой, у меня 2 других номера. Да. Я очень рад это слышать. Все, я понял. В какой-то мере для меня это облегчение, потому что я думаю, что какая-то ерунда или ошибка или еще что-то. Напишите, пожалуйста. Хорошо, я напишу, могу сейчас пойти написать. Можете сейчас. Да. Ни в каком, ни на чье имя. Просто... Это их требование. Просто на бумаге изложить там. Что это телефон принадлежит сыну, я не знаю. Тамара Ивановна Макарова, то-то, то-то. Да, Александр Ильич. Присаживайтесь. Спасибо. Спасибо, что нашли время, подъехали к нам. Разговор будет какого плана? Вы планируетесь для участия во встрече с одним из высших должностных лиц. И мы подаем, естественно, предварительные списки для проверки и прочее. Но какая пришла информация по одному из телефонов, который на вас зарегистрирован. 13.09 это биллинг 2020 года, Стелла. 20.09 Немига. И что живу? На Немиге? Конечно. Хорошо. 25.10 Богдановича.
То есть это там именно, где речь шла о массовых Ну, мероприятиях. я не участвовал в 100%, я вам гарантирую. Нет, я не сомневаюсь, просто Так, здесь нужно еще... как-то пояснить. А какой телефон, скажите хотя бы? Потому что у меня же на мне 4 телефона, 2 из них на детей. Ну вот я очень бы хотел, чтобы оно... Ребенку 12 лет было тогда, в 2020 году, а второму 10. Понятно. То, что они в этом не участвуют, 100%. Да. Это однозначно. Тем более у меня друг полковник КГБ, начальник привет коррупции защиты конституционного строя, в Гомеле живет. Скажу больше, мы с ним в футбол играем. По воскресеньям я в Гомель езжу, кстати, иногда в Гомель езжу, играю в футбол, 8 утра начинается, 9:30 заканчиваю, 10:53 я сажусь на поезд, 2 часа я здесь. И возвращаюсь пешком от вокзала домой на Немигу, на Станков. Я мог идти, конечно, и меня могли каким-то образом но биллинг, вы понимаете, это техническое средство связи. Да. То есть это не длительность нахождения. То есть речь идет не о 5, 10, 15 минутах прохождения мимо. Это достаточно длительный интервал времени. Ну, поймите меня правильно, я не оперативник, ничего. Вот, мне просто-напросто дали как руководителю подобного рода информацию. Значит, то есть, может, вы подумаете просто, как это могло быть? можно посмотреть, какие вот. еще. Да, вот, пожалуйста. Так, 13.09, это 20-й год, я так понимаю. Все 20-й год. Три вот этих вот позиций. Я мог вечером выйти с женой прогуляться, я живу там на Немиге. Немига тут все в вопросах. Да. Потом Богданович это тоже рядом. Немига, 20.09. Алексей Иванович, давайте так, вы, пожалуйста, подумайте, но напишите по этому номеру телефона, который я вам продиктовал, подумайте, напишите какую-то объяснительную, не надо ни на чье имя, это просто на листе бумаги, я такой-то, такой-то. Говорю о том, что можно не принимал. Давайте, может быть, вы перепишите. Да, я пришло. Это 100% даже не имею. Абсолютно. Я тоже, понимаете, когда увидел, то... На следующей аудиозаписи вы также услышите, как сотрудник КГБ Ярослав Черкасский, который также занимает в БГУ должность проректора по безопасности и кадрам, говорит о том, что 2 сотрудников университета нужно уволить по политическим мотивам. Причем сделать это должен определенный сотрудник, в чьей лояльности в КГБ сомневаются, поскольку ранее тот не участвовал в идеологических чистках вуза. Запись сделана в январе 2024 года. Тут, несмотря на нахождение в этом краткосрочном отпуске, дела не отпускают до конца. Общался уже с самого утра с представителями службы. И они попросили и с вами переговорить, и на особый контроль следующий момент взять. Вот эти 2 лаборанта с биофака, которые в настоящее время находятся в местах определенных, как только будут выходить с этих мест, они должны быть уволены, но не по соглашению сторон, а конкретно за прогулы. То есть это надо увольнять людей, я так понимаю, по статье. То есть по соглашению сторон это не совсем даже и устроит. И чтобы они на биофаке появились не более 1 раза, когда подписывали документы. То есть там вообще однозначно персона нон грат во всех пониманиях этого смысла слова. То есть все вещи, все документы, которые они будут подписывать, это одно посещение биофака для них и не более того. И третья компонента, составляющая, о чем мы побеседовали, что очень хотелось бы ребятам, собственно говоря, чтобы этот Демичев, в конце концов, решал не чужими руками, как всегда, а именно сам. Все документы подписал, подготовил все документы для их увольнения на основании прогулов и конкретно закрыл этот вопрос сам. Потому что, не буду даже сейчас здесь надиктовывать, потому что, есть недопонимание его действий со стороны данной структуры. Все, жму руку. Хорошего дня. Поскольку систематические нарушения прав сотрудников и учащихся в БГУ не прекращаются, мы считаем, что должны опубликовать известные нам секреты руководства университета и обличить их внутреннюю кухню. Обо всей подноготной ведущего вуза страны, который при Лукашенко и назначенных им чиновниках фактически превратился в режимный объект, смотрите в следующем выпуске. Обратите внимание на кибератаки. Многое у них получается, потому что мы безобразно, халатно относимся
к работе с разного рода системами, компьютерами и так далее. Некоторые по 2-3 года даже пароли не меняют в своих сетях и компьютерах. За это уже надо нести уголовную ответственность. И кто-то будет нести. Все расскажем. Будет очень интересно. Раздушим лукашистскую гадину.